Воу. Я пытаюсь тут, типа, отводить крестьян, микрить, но это смешно. Предлагаю вашему вниманию матчи в режиме X10. Турнир Sacred Potato Championships, интересно, да? Здесь 4 основных условия. Первое. Мы играем в режиме X10. Мод, да? Такой специальный мод, в котором все бонусы цивилизации умножаются в 10 раз. И от них эффект в 10 раз больше. Это прям создает дикие ситуации, и подбор цивилизации здесь абсолютно точно решает. Также на этом турнир играется в режиме внезапной смерти. То есть единственная ратуша, которую нельзя больше ратуш строить, и потеряв ее, вы проигрываете. То есть, по сути, это еще и all-иновый турнир, где нельзя ставить огромную экономику, надо просто взять и убить ратушу. Ну или задефать свою. Что дальше? Дальше. Еще здесь стоит перемирие 10 минут. Соответственно, нельзя взять и что-то тут придумать. Вначале как-то зарашить, убить оппонента. 10 минут есть перерывчик. Соответственно, у меня 2000 рейтинг, у моего оппонента Криса 1300 рейтинг. Но я не могу взять его убить раньше, чем 10 минута. Я ничего не могу с ним делать. Хорошо. Ну и четвертое. Соответственно, здесь есть гандикап. У моего оппонента на 700 рейтинга там примерно ниже. За каждые 150 рейтинга 5% гандикапа. Соответственно, там что-то около 20 или 20, по-моему, 20% гандикапа он получает. Что значит гандикап? Это значит, что все его жители работают эффективнее. То есть даже кабана он сжирает быстрее, здесь он сжирает быстрее и все остальное прочее. Но посмотрите, что происходит с гурджарской едой. Боже мой, мельница. Мельницу, он сразу поставил мельницу и начинает генерироваться дикая еда. 8. Кстати, тут мест как будто больше 20, написано 100. Что? Тут 100 мест! Это не случайно. Тут 100 мест, это в 10 раз даже количество мест увеличено. Ё-моё. То есть в теории, если овец или кого-то еще, домашних животных будет больше, там 10, 20, 30, можно помещаться очень много в одну мельницу. Окей, это интересно на самом деле. Но на самом деле это не так сильно, потому что каждая новая овца приносит все меньше и меньше еды. Ну посмотрите на его еду, это какой-то кринж, у него уже 800. Короче, экономически он очень силен. Но Эфиоп тут тоже взять не просто так, сейчас я вам объясню. Так вот, соответственно, у него все здания строятся быстрее, весь продакшн идет быстрее, бонус урона он получает меньше, все на 20%. Его кресты без лумана уже 30 хп, уже на 20% больше. Соответственно, про стратегию Криса мы поговорим чуть позже, но пока это жесть, потому что у него есть гребаный верблюд. Camel Resistance минус 30. Resistance минус 30. Это меня тоже уже напрягает. Это уже тоже какой-то X10. Должно быть минус 3, а тут минус 30. Ладно, опасно. Соответственно, еда у него просто улетает в космос. Хочешь, нажимай переход. И, собственно, он так и делает. 15 лимит, он нажимает переход, больше не делает. Жесть. Еды у него уже на переход там скоро будет. То есть еды просто бесконечно. Хорошо. Но что же Эфиоп может? А Эфиоп, как вы знаете, при переходе в следующую эпоху что получает? 100 еды и 100 золота. Неплохой бонус. Умножьте на 10 и подумайте, что может получить Эфиоп. При переходе в каждую эпоху он может получить ресурсы на следующую эпоху. Кажется, мы понимаем, к чему идет речь, да? Будем скакать по эпохам или как? Да, но тут кое-кто другой собрался скакать не по эпохам, а просто вообще в космос улетать. Карта, кстати, как это Blockades. Похоже на... на что? Не то чтобы укрытие, да, а скорее убежище. Так, куда-то крест мой пошел. У меня стандартное развитие здесь. На самом деле не совсем стандартное. Моя главная задача это своими руками как-то набрать 500 еды, нажать, а дальше мы уже так и пойдем. Дальше мне уже вот эта вот вся еда не сильно так нужна, потому что плюс 1000 еды, плюс 1000 золота мне обеспечено. Какие еще бонусы? Я могу ставить аванпосты, которые будут видеть просто на километр, да? Мои лучники стреляют крайне быстро за эфиопов. Не на 18% быстрее, или на сколько там, 16, а там, я не знаю, в 2,5 раза быстрее там. Короче, охренеть, сколько быстрее они будут стрелять. Соответственно, переход от Криса. У него что? Четенький билд. Рынок есть. Здесь 8 овец. Блин, 8 овец это жестко. А у меня еще есть. Мог бы стырить, но не получается. Верблюд бежит. Верблюд опасная хрень. Смотрим. По Cavalry у него 12 бонус. 12 бонус уже по Cavalry. Да, правильно. У Гурджарина больше же бонус. У кавалерии Гурджарина больше бонусного урона. Там типа на 30 или 40%, но если умножить на 10, то там на 300 или 400%. Вот, короче, он уже хавает просто. Соответственно, рынок кузница, что-то там продал еду, нажал переход, у него 670.
670. Я перехожу тоже довольно рано, то есть если чувак переходил на 14 крестах, я перехожу на 17 крестах. Ну и что? Заметим вот этот момент. Я здесь поставил прикольную шахту и золото с камнем качаю. Почему именно здесь? Потому что здесь нет камня. А я очень хочу камень. Итак, ставлю рынокузницу. Верблюд, на самом деле, он опасен, но только против, условно, моего скаута. Рынокузница и понятно. Понятненько. А здесь происходит самое интересное. Идет крест. Но фишка в том, что идет перемирие до 10 минуты. Я замечаю креста, но атаковать его не могу. 10 минут никто никого атаковать не может. Верблюд тоже не может. Стоит перемирие. Так, смотрите на мои ресурсы. Бам! Но добытых ресурсов у Криса больше в 2 раза. Мои просто тут не высвечиваются, по идее. Вот и все. Еды бесконечное количество, но это лишь только еда у Криса. Соответственно, я начинаю понимать. Это идет осадка на форвард, это идет осадка на форвард. Надо заволиться, надо быстренько заволиться. Потому что у гуржаринов много бонусов. Я делаю всякие апы, добычу камня. У меня нет добычи еды, нет добычи золота. Я добываю только лес. Ну и волюсь. Волюсь. И трекаю креста, слежу за ним 9.52, 9.54. И смотрите, я специально делал так, чтобы он меня не видел. А я его вижу. Я знаю, где он примерно. Вот здесь, он меня не видит, тут меня видит. 10.06, он хочет поставить осадку или что. И я начинаю его бить. А он еще как раз без лума, некоторые тычки не проходят, много тычек не проходит. Верблюд вне позиции, и мы убиваем форвардного креста, супер важного креста. Теперь посмотрите сюда. Раз, два, три, я сдох. 3 я сдох. А теперь это полноценный верблюд, у которого бонус по кавалерии 43. 43 это нормальный бонус по кавалерии. Соответственно, отлично, отлично я себя чувствую. Я знаю, что остановил его пушек. Огромное количество еды, хоть в импейде. Что делает Крис? Крис посылает второго креста, тоже без лума, но 30 хп, не 25, и ставит все-таки осадку. Я заволен, сижу, радуюсь, перехожу в замковую эпоху и знаю, что мне насыпет сейчас еще ресурсов. Так, что с камнем? Приволил здесь пацанов, потому что верблюд уже не простой, а замков. Пацаны приволены, у меня лунчик есть. Так, какие еще бонусы? Какие еще бонусы есть у Гуржарина? Так, осадку. Почему он делает осадку? У него есть слоны. У него есть слоны осадные. А что еще раз? Как звучит бонус гуржарский? Кавалерия. Кавалерия Гуржар наносит больше бонусного урона. То есть, если это бонусный урон верблюда, бонусный урон верблюда по верблюдам и кавалерии. Может быть, здесь есть что-то такое? Они еще и быстрее производятся, потому что еще один бонусный гуржарский. Да камон! Бонус еще один гуржарский. Тут работает. Что это было только что? Какой там бонус? Верблюды и слоны производятся быстрее или что? В 10 раз. И выходят слоны нормально. А теперь зацените их бонус. Плюс 368 по зданиям. Это много. Я перехожу в МП, делаю универ. Мой план это замок. Замок и шателлы. Вот в чем мой план. Поэтому я качаю камень. Я поставил аванпост. Как далеко видит аванпост? Нормально видит. Но здесь... Я такой, подожди, не понял. Где моя кузница? Быстрее ставим замок. Делаем манганель. Я знаю, что на самом деле происходит. Я знаю, что идут слоны. Я знаю, мне нужно Fortified Wall прокачать. Я знаю, что он будет прорваться. Смотрите, я уже переволиваюсь. Я уже здесь не успеваю. Слоны идут просто бесконечно. Но нет, он еду тратит, но не совсем. Здесь вроде успел переволить. 18 секунд, тайминга 4 не хватает. Но есть выходит катапульта, следующая катапульта. У меня дома втык, нет денег на следующую катапульту, хоть удаляю вела. Просто нету. Они прорываются, они идут. Импы 40 секунд. 40% всего лишь. Так, опнули стены, я его держу сзади. Убиваю слонов. Катапульты валят слонов нормально. Валят. Надо просто держаться. Крестов использовать. Замок скоро достроится. Замок тоже поможет. Мне надо спасти ТЦ. Так, нет. Он бьет мою ТЦ очень быстро. Сразу 2000 хп. Здесь 2000 хп. А этого слона убили. Здесь еще одна катапульта, она только сейчас производится. Первое. Я заказываю шателла. Мне дай по минуту 20. Он пробивает мою ратушу. А мы помним режим. А режим дерьмовый такой, что я уже проиграл. Все. 14:45. Не доглядел, слоны здесь прорвались, на тоненького мне не хватило чуть-чуть. На самом деле я должен был просто намного лучше волиться. Я не ожидал вот насколько много бонусов, короче, гуржар. Вот этот чувак подготовился, это просто нереальная заготовка на гуржарах. Идеальная под эту ситуацию. Да, его бафает немножко гандикап на 20%, но в целом перемирие ему помогло, хотя я даже убил креста. А приколите, если бы я этого креста не убил, он бы меня вынес еще раньше. Ну и идеально, что внезапная смерть, он мне просто приходит и уносит. Это идеальная стратегия просто, мне нечем убить их слонов. Я просто не успеваю. Но это потому, что моя стратегия тоже по стым пойти. Если бы была армия, я мог сделать шателлов много? Мог. Я мог это сделать. И, кстати, я только сейчас понимаю, что я должен был это сделать. Я должен был отменить импы. Вот настолько было бы жесткое решение. Отменить импы. Я просто не знал. Я надеялся, что не допущу его, конечно. Но по идее, отменить импы и заказать очень много шателлов. И они бы развалили слонов.
И они бы развалили слонов. Мы бы хавали слонов, потому что тут больше ничего нету. Да, тут, конечно, много еды, Stonewall, прикольно. Но схавал ратушу. Но это только одна игра. А давайте посмотрим другую игру. Блин, они еще и быстро спамятся, я этого не знал. Это просто жесть. АПМ 45-42. Экономика. КД 6. 1. Да, еда просто космос. Еда космос. Но у меня тоже, на самом деле, 2000 ресурсов, 2000 ресурсов. Вот тут 2000 дало. Да импов я не дожил. Совсем немного. Давайте посмотрим еще одну игру в этом режиме. И вторая игра. И я тоже на эфиопах. Хорошо. Так, оппонент другой, Джинска. Кстати, у него тоже 1300 рейтинг, насколько я помню. Так, давайте это поправим. Да, у него тоже такой же рейтинг, соответственно, и такой же гандикап. Поехали. А карта African Clearing. Совсем другая карта, Nomad Start. И мы можем ставить ратуши. Окей, у меня снова эфиопы, и снова на самом деле задумка примерно такая же. Ну, конечно. Конечно, я буду переходить в следующую эпоху и получать по 1000 золота, 1000 еды. Это понятно. Но что здесь придумал Джинска? У него тоже есть своя заготовка. Это Дравид. Дравид, то есть я такой против Дравида стартую, думаю, Дравид. Так, начинаем вспоминать. Что у Дравида? Что первое приходит в голову? Какие бонусы? Плюс 200 леса. Значит, получается, он получает плюс 2000 леса. Ну ладно, окей. Плюс 2000 леса, это, конечно, примерно как у меня. Плюс 1000 золота, плюс 1000 еды. Но как будто бы лес не такой важный ресурс, да? Ну, лес, окей. Лес. Также, вообще-то дровиды водная цивилизация может доки крутые ставить. Поставишь док, получишь плюс не 5 популяций, плюс 50 популяций. Ну, прикольно, но док тут попробуй поставить. Сначала надо рыбу выжать. Поэтому здесь такое. Тересидальми играть, не знаю, сомнительно. Что еще? О май гад. А теперь начинаем вспоминать, что еще есть у дровидов. Быстро стреляющие скирмы. Насколько быстро они могут стрелять? Очень быстро, очень быстро. Дальше. Осадка, которая с бонусом по дереву. О, это значит бесплатная осадка по дереву. Пожалуйста, пожалуйста. Бесплатная осадка по дереву. Какие еще бонусы? Пехота, походу, бесплатно апается. Потому что там есть бонус на половину, типа, цены. Я даже не знаю. Или ты апаешь пехоту, и тебе просто деньги дают. Это вообще чит какой-то. Это вообще какой-то нереальный чит. Ну ладно, на старте у нас, в принципе, развитие будет тут примерно без особых бонусов. А вот и нет. А вот и нет, на самом деле. Еще один дровидский бонус. Рыбаки и лодки тоже, но обычные рыбаки, они не приносят еду, ну, точнее, они носят на 15 еды больше. На 15, так что получается, на 150? То есть они вообще полностью рыбу выжрут только потом, то есть они вообще не сбрасывают еду, да, просто так. Не-не-не, они что-то сбрасывают. Вот этот мужик, сколько, 36 или 37? Если он его не будет контролить, он не будет сбрасывать 40. Вообще не сбрасывает. Но это прикольно, то есть они... А вот 42, он как будто сбросил. Оп. А у этого мужика 42. 42 они сбрасывают. Интересно, почему 42 все-таки? Это не x10. Это не x10, ну окей. Да, здесь есть такой неплохой бонус. Блин, охренеть, 42 он сбрасывает. У фёбов такого нету. Так, что здесь? Ведем кабанчика, ведем. И запивил и сдох от кабана. Ну что такое? Это я умею. И еще и кабана в итоге криво положил. А вы как сыграл? На пофиг. Так, ставится лесопилка. Окей. Много дровидских бонусов. Ну, у фёпа тоже есть. На аванпосты бонусы, на лучников. Посмотрим. Поглядим. Ну и, соответственно, мой план капкан понятен. Я хочу как можно раньше в следующую эпоху. Мне не нужны кресты, мне нужна следующая эпоха и ресурсы. В принципе, то же самое нужно и Джинске. Так, я из-за этого, получается, как действую? Сразу максимально еду добываю, здесь добываю, там добываю. И даже лесопилку не ставлю. Ну, окей, смотрим. Давайте немножко промотаем. Рыбу он быстро выживет, вопросов нет. Надо ставить другую мельницу, он этим занимается. У меня же, мне по сути надо только второе здание, любое какое, но я даже не буду тратиться тут. Второе здание у меня будет, по-моему, какое-то умное, да? Да, я опять ищу камень, опять хочу через замок играть, это не обязательно, можно на самом деле через луков играть, но я нахожу камень. И вот, на 11 крестах. Ну, я просто слил креста, честно говоря, потом полный титаник. Здесь рыбаки работают, здесь рыбаки работают. Ну и, в принципе, я такой, ура! Камень добывается, 2 здания есть. Уже хочу перейти, до еды только пока не хватает. Думаю, ну хорошо, 15-й переход у нас получится. 15-й с лумом. Кстати, что-то тут рано пошел, ну бог с ним. Бог с ним. Так, сколько здесь кресты? Опа, нажимаю лум. Вроде есть еда, 250.
15 креста, не 18. О, он уже переходит. А я такой, 471, 500. Ладно, нажал переход. Нажал переход. Итого у меня 1 секунда айдла, у Джински 22 секунды айдла. Но, честно говоря, чё? То есть, блин, он переходит раньше меня, у него на 2 креста больше. И здесь, охренеть, а как? Он, видимо, ратушу раньше поставил. Ну, плюс крестов не сливал на кабанах. Да, слил я крестика, и это окей. Так, ну что? Ну, Джинска меня опережает по добытым ресам. Молодцом. Ну, мне, в принципе, похер. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. То есть он ставит барак, потому что ему скоро насыпет 2000 леса. Реально 2000 леса? Я хочу на это посмотреть. Я не качаю ни еду, ни золото практически, потому что знаю, что мне это нададут до хрена. А он, кстати, тоже, по идее, не должен вообще качать лес. Нахера? Нахера качать лес? Надо другие ресурсы качать. Ему как раз еду надо выкачивать. Он это делает в основном, но все. Ну-ка, 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 камень. 2000 леса. И он сразу такой. 3 арчерки. Барак сделал 3 арчерки. Кузница. Пожалуйста, еще и рынок. Я перехожу, мне тоже 1000 лесов. Я такой, спокуха. Крест, я лес уже вручную добыл здесь. Мне хватило, без лесопилки. Рынок, кузница и все на камень. Погнали. Стратегия просто. Скирмы, начинают делать скирмы. Скирмы стоят денег, они не бесплатные. Рынок, кузница, стрела, топор. То есть тут такой нормальный. Заряжает феодал, Джинска. Мы его боржем. Не очень помню, почему именно. Мои ванпосты видят просто в космос. Ну я, наверное, ржу, потому что, типа, вижу эти стрельбища, и такой, ладно, окей, типа, там куча стрельбищ. А теперь посмотрите на скирмов. Какие-то это чука, но они скирмы, да? Урон у них, конечно, сомнительный. Всегда единичка по крестам. Всегда единичка по крестам с лумом. Лум я не забыл, слава богу. Если бы я забыл лум, то тут все, пиши пропало. Ставит он вышку, у меня овцы тут. Ну, идет замковый переход. То есть я чисто иду в замки. И здесь думаю, ладно, хер на него. Так, вышка. Вышку он решает ставить подальше. И, блин, и здесь, кстати... А он может мне выпилить ратушу? Но если я буду сидеть крестами, я буду убивать. Выпилить ратушу с кермами. Я этого боялся, помню. Здесь прикольно, у меня вышка стоит. Делаю топорик, заволиваю. Ну как же он напрягает. Еще и броню делает с кермой. С кермой 3 стрельбища. Но он может и больше стрельбищ делать, но ему по еде не вытащит он, короче. По еде он не вытащит. 800 леса у него. Окей. Тупо скирмов до хера. Вот такая вот стратегия. А у меня крестов практически нету, да? Сидят, я честно очканул. Думаю, блин, надо 2 вышки ставить. Одной вышки тупо не хватит, он меня завалит. Надо хотя бы 2. Приходится сидеть, моей экономика в 16 крестов. Ой-яй, сидеть. Но мне, в принципе, экономика не нужна. Мне нужен замок. То есть, воу. Я пытаюсь тут, типа, отводить крестьян, микрить, но это смешно. Он хавает, у него лимит 40 уперся. ТЦ ему не раздолбал. Тут все делает, тут скирмы какие-то бешеные, бред. Я крестами гоняю с кермов. Ай-яй, как больно, надо их сажать. Я перехожу в замки. И вот проблема. Вот тут максимальная проблема. У меня есть ресурсы практически на импы, но я понимаю, что тут надо выжить как-то. Мне просто надо выжить, мне нужен еще замок. Не хватает камня, просто жесть. Не хватает, 549, посмотрите, я могу 100 купить, но дальше что, рынок есть. Он мне уже завалил, так, всего лишь на самом деле еще одного креста. Я здесь пока сижу временно. Где-то еще кресты падают. На самом деле с кермы падают, я вторую стрелу апаю. С кермов он уже много, 10 потерял. И здесь, насколько я помню, был какой-то у меня маневр. У меня 549 камня, и я понимаю, что в каких-то крестах здесь есть камень. Ими надо сбросить. 649, я сбрасываю камень. Все, есть 659 камня, готово. Я купил только 100, но у меня ресов нету на импы. То есть замок я могу ставить, но куда замок ставить? Куда замок ставить? Хочется замок хороший поставить? Это большой вопрос. Нет, не получается у меня хороший замок поставить, я полностью окружен. Дровит тут, конечно, жрется, но на самом деле рыбу сейчас сильно не жрет, у него 2 на еде. 2 на еде. Я ставлю замок, он это замечает, подходит с кермами. С кермов 13. С кермов 13, но у нас есть 2 стрела, могу жителями сидеть. У меня остается 17 крестьян, новых я делать не хочу, потому что очень хочется мне опять залезть в импы. Напоминаю, что это внезапная смерть, и можно убить просто ратушу и все, и не париться. Выходят кресты. Так, его с кермы куда-то отошли, налево-направо, почему-то он отошел. Соответственно, я пытаюсь купить еще еду. Старые добрые цены на еду по 130, а не по 150. Но... Блин, здесь вообще неоткуда ресы брать. Я продаю лес, просто продаю так. Золото есть, но надо 100 еды купить, либо добыть. Это тяжело, я пытаюсь тут рыбу жрать. Тяжело. Добываю камень, все, замок готов. Делать шателлов можно, я покупаю. Так, ну теперь золота не хватает. Надо лес теперь скинуть, не знаю. Все сложно. Выторговываю. 792, серьезно, 8 золота мне надо. Где мне золото достать? 8 золота. Еще продавать или нет?
Продаю еще. 100 камня продал. Все нахер продал, нажал импы. Импы, 3 минуты надо ждать. Ждем 3 минуты. Здесь. Что у дровидушки? Дровидушки, смотрите. Опа, опять рыбаки бешено работают. Здесь чуваки тупо стоят. По факту... По факту так, добытые ресурсы. Это ручками добытые ресурсы, без приколов. Делаю одного шаттела. Так, ну и что? А в импах там мне тоже дадут 1000 еды и 1000 золота. Куда их потратить? Вот вопрос. Куда потратить? Можно прокачать элитного шаттела. Но проблема в том, что у меня экономика настолько слабая, что вообще забей. Так. Где мои шаттелы? Шаттелами я пытаюсь бегать. Давайте посмотрим. 16 урона. Феодальных скирмов вроде можно раскидать. Но, блин. Апов нету совсем. Экономика нулевая. Вообще. Даже вот золото мне тут закрыли. У меня нет нормального золота. Ванпосты стоят. Я их пытаюсь разрушить. Замковый переход нажал Джинской. Он получит еще 2000. И еще 2000. Жесть. Вау. Там охренеть чувак сделал. Из скирмы это уже будет серьезно. Супер быстрые элитные скирмы. Это вам не шутки. Он ищет мою халяву, ее нету. Вау. У меня ничего нету. Здесь сдохли чуваки. Подставились. Я такой, так, меня тут отогнали с рыбой. Блин, да что такое? Итак, неужели я пытаюсь накачать на второй замок? Подозрительно. Подходят чуваки и начинают разваливать. Также я крестов использую здесь. Погнали, погнали. Хочу на золото выйти. У меня даже есть 100 леса. Вообще крутой. Вообще блатняк. О, как далеко с кирмы ушли. А здесь это овцы. Он с кирмами ушел. Соответственно, дает мне возможность выпилить вышечку. Всего 2 креста я слил, на самом деле, от этих страшных скирмов. И пошла шахтецки. И давайте смотреть на мои ресурсы снова. Пам, 1000. Пожалуйста, трать. И я и заказываю элитку. О май гад. Тупая элитка. Максимальная жадность. Покупаю 100 еды и хиляю шаттелов. Элитные шаттелы с первой броней. Чувак до сих пор феодалит, что. Ну ладно, апается в замке. Сейчас он получит. Сейчас он получит по щам. Сейчас он получит 2000 леса. Скирмы, вы не забыты? Соответственно, заказываю на остальные деньги еще 4 шаттелов. То есть шаттелов у меня будет не космическое количество. 600, опять мне не хватает там что-то камня. Не хочется покупать, торговать, терять на этом. Так, элитный шаттел. А вот и проблема. В нем 95 хп, 36 урона, 10 бронеотстрел. Вот и проблема. Элитка тоже x10 как работает. Вот почему я элитку хотел. Вы поняли, да? То есть уникальный юнит, он тоже в 10 раз там сильнее статы получает. И вот он выпиливает осадку. Да, крутая осадка, да, у тебя куча леса. Что он вообще делает? Барак. Что-то еще. Просто я не понял, куда он лес потратил. В элитного скирма и кучу скирмов. Понял. Бах, выпилили ратушу. 36 урон. Серьезно. 10 брони отстрел. Бонусом 10 по зданиям. Ну и основной урон 36. 36. Погнали. Размен скирмов. Скирмы быстро стреляют, твари. Но у нас есть первая броня. И 11 шаттелов. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Развалитесь. Забегаем сюда. Цель убить ратушу. Но ратуша отстреливается. Ратуша отстреливается. Шаттелов я много поспамить не могу. Купил 100 камня. Так, хочу выпилить его бесконечные стрельбища. Они меня напрягают. И вроде как это получается. Ну, получается. Что? Здесь осадка, замок. И мой чувак прописывает ГГ, потому что слишком жестко. Я, кстати, не помнил, как эта игра конкретно закончилась. Да, он мне даже не дал убить. Соответственно, вот в чем был план. План шаттел. Да, ну, здесь, конечно, да, я убил опять 1300 чувака, но он был все-таки с гандикапом, с хорошей такой заготовкой. Но мне удалось тут на шару отбиться. Я думаю, вторая вышка меня тут тупо спасла. С одной бы вышкой я бы тут обнаглел и умер. Но вторая вышка спасла. Да, действительно. Ну, шаттелы зарешали. То есть сейчас шаттел очень топовый. Действительно, статы у него дикие. Можно выходить, кстати, не только... Ну, любой уникальный юнит будет очень сильным, если прокачать элитку. Очень сильный. Хотя очень мало. Экономика у меня тупо минимальная. И Джинска не мог поверить. Искал меня. Нету у меня экономику. Нету. АП у меня 28. Такой красивый. У него 40. Что-то он запотел. Не знаю, что он делал. Искал. Ну, заготовка сработала. Ресы. Ну, я камня 1000 добыл. Ну, и попрыгали. Импы до 20 минуты. Попрыгали мы по эпохам. Фу, блин, сработало. Ну, вот эти гуржарские слоны, они мне, блин, запомнятся, честно говоря. Это было прям больно. Причем проблема в том, что я знал, что будет. Я убил креста, я знал, что равно все будет, и я не смог остановить это дерьмо. Это какое-то уникальное дерьмо. Ну что, если понравился такой формат, идиотский X10, ставьте лайки, пишите, если надо еще. В принципе, я и сам играю в турике, а можем поискать еще какие-нибудь трешовые игры, может, даже и не с моим участием.